Всем приходится так или иначе выделять время для творческой деятельности, но способы, которыми люди организовывают свою жизнь, чтобы справиться с работой, бесконечно разнообразны. Итак, сегодня о том, как сочетал творческий труд и необходимость зарабатывать на жизнь русский и советский композитор, пианист Сергей Сергеевич Прокофьев. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Музыкальная жизнь России тех лет, когда развивалось дарование Прокофьева, была отмечена многими событиями. Заканчивалась деятельность последних представителей «Могучей кучки», и в то же время на виду был Глазунов, Лядов, Рахманинов, Скрябин, а затем новое поколение, которому принадлежал и Прокофьев. Это поколение было связано с традициями и принципами классиков, но с каждым годом все больше проявлялась их самостоятельность. Прокофьев был в числе новаторов, усваивающих традиции для того, чтобы уйти от них по собственному пути. В юные годы он стал свидетелем последних композиторских выступлений Римского-Корсакова. Работы Римского-Корсакова волновали воображение молодого композитора, и неудивительно, ведь Римский-Корсаков всегда искал новые пути, этим вдохновляя молодых новаторов, того же Прокофьева и Стравинского. Отношения со Стравинским были сложными, и в прокофьевских оценках его ранних произведений, в том числе «Петрушки» и «Весны священной», много противоречивого. Но точки соприкосновения все же, несомненно, были. Прокофьев был связан и с Московской композиторской школой через своего первого наставника Глиера и через знакомство с творчеством Скрябина, Рахманинова и Метнера, также вызывавших его интерес. Ко всему прочему, он проявлял интерес и к явлениям современной западноевропейской музыки. Он знал Штрауса, Дебюсси, Равеля и Шонберга. Прокофьев часто встречал непонимание и даже яростное отрицание, но он все же находил людей, которые могли оценить его масштаб и направленность его дарования. Вот что писал Асафьев о нем в 1916 году. Цитирую. «Вот дивное дарование, огненное, живительное, брыжущее силой, бодростью, мужественной волей и увлекающей непосредственностью творчества». Прокофьев обладал нестандартным гармоническим даром. Стремление к гармонической изобретательности давало резко-диссонантные аккорды, политональные пласты, интересные фактурные варианты. Во всех своих исканиях он все же оставался на почве тонального мышления, определяемого строгими нормами голосоведения. В этом сказывалась не только консерваторская выучка, но прежде всего свойственная Прокофьеву рациональность мышления. Он просто искал выражение сильных эмоций и этим создал себе репутацию музыкального варвара. Очевидно, ему в какой-то мере она даже импонировала. В 1913 году Прокофьев впервые отправился за границу. Они ездили вместе с матерью и тетей на парижский сезон труппы русских балетов Дягилева. На премьеру в Париже балетной постановки «Весны священной» на музыку Игоря Стравинского Прокофьев опоздал на 2 дня. Больше балет в гениальной и шокирующей постановке там не шел. Прокофьев всеми силами отводил от себя влияние Стравинского, потому что мощь его таланта была очевидна. «Весны священной» он еще какое-то время не слышал. Молодой композитор был далек от постижения сущности происходящих событий в эти годы. Уйдя с головой в творчество, он мало обращал внимания на окружающее и почти не интересовался политикой. Среди произведений, написанных Прокофьевым летом 1917 года, проведенного в окрестностях Петрограда, надо назвать прежде всего классическую симфонию. Так Прокофьев задумал написать свою симфонию в гайденовском стиле. Ему казалось, что, цитирую, «если бы Гайден дожил до наших лет, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял кое-что от нового. Такую симфонию мне и захотелось сочинить, симфонию в классическом стиле. А когда она начала клеиться, я переименовал ее в классическую симфонию. Во-первых, так проще. Во-вторых, из озорства, чтобы подразнить гусей. И в тайной надежде, что в конечном счете обыграю я, если симфония так классической и окажется». Классическая симфония стала для Прокофьева первой, полностью удавшейся реализацией замысла написать прозрачно звучащую симфоническую партитуру. События конца 1917 и начала 1918 года он выразил следующими словами. Цитирую. «Из Петрограда пришли известия, довольно сбивчивые, об Октябрьской революции и об образовании правительства Ленина. Сведения были волнующие, но настолько разноречивые и искаженные, что решительно ничего нельзя было понять.
Прокофьев мало разбирался в происходящем, в чем он сам признавался впоследствии. Цитирую. «О размахе и значении Октябрьской революции я не имел ясного представления. То, что я, как всякий гражданин, могу быть полезен, еще не дошло до моего сознания». И только лишь в марте 1918 года, когда открылась возможность поездки, Прокофьев позже приветствовал приход революции и в своих долгих заграничных поездках никогда не забывал о России. Но, по собственному, более позднему признанию, у него не было ни сознания своей пригодности, ни готовности. В эти годы Прокофьев познакомился с Луначарским, и между ними произошел разговор, решивший судьбу композитора на ближайшие годы, а точнее на 17 лет. Прокофьев высказал желание отправиться в зарубежную концертную поездку. Далее цитирую его слова. Луначарский подумал немного и сказал весело: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо работать вместе. Но если вы хотите ехать в Америку, я не буду ставить вам препятствий». Таким образом, прозевав возможность с размаху включиться в советскую работу, я получил заграничный паспорт и сопроводительный документ, гласивший, что я еду по делам искусства и для поправления здоровья. В этом документе не был указан срок моей поездки. Прокофьев покинул Петроград, направляясь во Владивосток, откуда он предполагал отбыть в Южную Америку. Но в Японии планы Прокофьева о поездке в Южную Америку были нарушены. Он опоздал на пароход, следующий отходил через несколько недель, поэтому изменил намерение, решив отправиться в США. Перед этим Прокофьев задержался 2 месяца в Японии, где дал 2 концерта в Токио и 1 в Йокогаме. Так и начал вести жизнь странствующего музыканта. Когда американская виза была получена, он направился в путь. Начать концертную деятельность в США оказалось непросто. Имя Прокофьева здесь было неизвестно, и добиться доверия менеджеров было нелегко. Кроме того, приходилось считаться с тем, что американская публика того времени проявляла мало интереса к новой музыке. Гораздо меньше, чем русская. Первый концерт Прокофьева состоялся в Нью-Йорке 20 ноября 1918 года. В зале присутствовало много музыкантов, рецензии были, в общем, положительными, хотя и не без глупостей, как вспоминал композитор. Так у некоторых, например, финал 2-й сонаты вызывал образ атаки стада мамонтов на азиатском плато, а в игре отмечалось прежде всего, что пальцы стальные, кисти стальные, бицепсы и трицепсы стальные. Прокофьевым заинтересовались в музыкальных кругах. Он заключил договор и серию записей, пытался установить отношения с издательствами. Правда, без особых результатов. Много времени отнимала подготовка к концертам, которые были для него в то время необходимы. Однако при всех очень неблагоприятных условиях он всегда ощущал себя композитором и продолжал активную работу. Именно здесь, в Нью-Йорке, Прокофьев написал «Сказки старой бабушки». Все же, не покорив нью-йоркской публике, Прокофьев решил отправиться в Чикаго. Здесь музыку Прокофьева называли большевистской, что с их точки зрения едва ли можно было принять за похвалу. Но самым важным итогом пребывания в Чикаго явилась договоренность с театром о создании оперы «Любовь к 3 апельсинам» на сюжет сказки Карла Готце. Был подписан договор с дирекцией театра, и работа пошла быстро. Вообще, жажда работы всегда оставалась характерной чертой Прокофьева. Он не мог представить себе ни одного дня без работы и всегда сохранял увлеченность. Трудолюбие и высокое чувство ответственности, привитые родителями еще в детстве, помогли ему создать такое огромное количество разнообразных произведений. К этому надо добавить и стремление к рационализации творческого процесса, к экономии каждого часа для работы. Прокофьев пытался привлечь внимание американской публики к своей музыке, но это ему удавалось очень плохо. Позже он неутешительно писал, цитирую: «Дитё еще не доросло до новой музыки. Вернуться домой? Но через какие ворота? Россия со всех сторон обложена белыми фронтами. Да и кому лестно вернуться на щите?» Блестящие планы оставались нереализованными, и нужно было искать какие-то другие возможности. В 1920 году Прокофьев отправился в Лондон и Париж. Париж в эти годы стал одним из крупнейших центров музыкальной жизни, притягивавшим композиторов и исполнителей всех стран. После почти 2-летней разлуки Прокофьев вновь увидел мать, почти потерявшую зрение. Позже она поселилась вместе с ним недалеко от Парижа. Сюда часто приезжала и Лина Любера, также жившая в то время в Париже,
которая впоследствии станет его женой. Прокофьев заботился также и о расширении своего концертного репертуара, в который иногда включал пьесы других композиторов. Вообще в Париже семья не сразу нашла постоянное место жительства. Прокофьевы кочевали из квартиры на квартиру, и у них постоянно возникали трудности с соседями, которых беспокоила фортепианная игра Сергея Сергеевича. Было много эпизодов. Лина Прокофьева как-то рассказывала об одном из таких происшествий. Управляющий домом категорически потребовал прекратить игру на фортепиано. Прокофьев на это ответил так, цитирую. «Хорошо, вы не хотите слушать эту музыку, но я имею право делать у себя, что хочу, и вместо музыки буду сколачивать ящики». И действительно, поставив ящик на пол, он стал колотить по крышке ящика молотком. Этим дело кончилось. Соседи, очевидно, махнули рукой и примирились. Здесь же, в Париже, Прокофьев познакомился с Марисом Равелем, которому давно симпатизировал как композитору. Также с Франсисом Пуленком и Артюром Анигером. Прокофьев сразу вошел в интереснейшее общество. Он встретился с Дягилевым, Рахманиновым. Среди его знакомых были композитор Кароль Шимановский, пианист Артур Рубинштейн, художники Пабло Пикассо и Николай Бенуа, а также прославленная балерина Анна Павлова. Общение с этими людьми много значило для композитора. По воспоминаниям Пуленко, цитирую, Прокофьев прекрасно говорил и писал по-французски. Перечитывая его письма, нельзя предположить, что они были написаны русским, ни по стилю, ни по орфографии. О, как он играл, это было бесподобно. Я обожал его игру. Она немного напоминала игру Альфреда Козеллы. Пальцы у самых клавиш, да-да, и необыкновенная уверенность руки, потрясающая стаккато. Знаете, он никогда не бросал руки сверху. Ничего общего с пианистами, которые бросаются с 5-го этажа, чтобы получить звук. Рука мощная и гибкая, как сталь, поэтому, даже только касаясь клавиш, он добивался звучности необычайной силы и интенсивности. И я очень рекомендую всем исполнителям Прокофьева не забывать, что он никогда не изменял темпа. Никогда. Ритм Прокофьева был неумолим. Ровный темп, ровный и без всяких изменений. И все-таки после долгих 9 лет, обогнув вокруг земной шар, Прокофьев приехал на родину. 18 января 1927 года поезд пересек советскую границу. На вокзале его встречали старые друзья Мисковский и Асафьев. Через несколько дней в Большом зале Московской консерватории состоялось первое выступление Прокофьева. Его принимали с невиданным воодушевлением. Позже Прокофьев прибыл и в Ленинград, где его ожидал еще больший триумф. Прокофьев вспоминал, цитирую, «На спектакле «Любовь к 3 апельсинам» я сидел рядом с Луначарским, который говорил, что скифская сюита – это стихия, а 3 апельсина – бокал шампанского». Много лет спустя Рихтер тоже вспоминал о том, как впервые слушал Прокофьева. Цитирую, «Это был один из зимних дней. В зале были сумерки. К публике вышел длинный молодой человек с длинными руками. Он был в модном заграничном костюме, короткие рукава, короткие штаны, и, вероятно, поэтому казалось, что он из него вырос. И все такое же клетчатое, как обложка 3 апельсинов. Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. Он как-то переламывался. Притом глаза его не изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремлялись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его было такое, как будто оно ничего не выражало. Потом играл. Помню, на меня произвело впечатление, как он играет все без педали и очень закончено. Он играл свои мелкие вещи, и каждая была как элегантный деликатес в строго обдуманном меню. Публика осталась довольна. Прокофьев тоже. Он кланялся с аккуратным довольным видом. Не то цирковой фокусник, не то персонаж из Гофмана. Как вспоминала Лина, цитирую, «Работоспособность Сергея Сергеевича была удивительной. Он относился к творческому труду как к чему-то постоянному и необходимому. Свои крупные произведения Сергей Сергеевич обычно обдумывал и сочинял летом, когда мы жили за городом, у моря или в горах. Когда мы жили за городом, Сергей Сергеевич с утра отправлялся на небольшую прогулку. Как он говорил, проветриться и кое-что обдумать. Затем он работал почти до самого обеда, перед которым снова шел на прогулку, иногда со мной. После обеда Сергей Сергеевич ложился немного отдохнуть.
Он это называл «прикорнуть». И во второй половине дня занимался оркестровкой либо корректурой. Он мог оркестровать по 18 страниц в день. Но Прокофьев умел и отдыхать. В 1928 году он приобрел автомобиль и совершил много интересных поездок с семьей и друзьями. Об этом можно прочитать на страницах воспоминаний Лины Прокофьевой. Цитирую. «Благодаря машине нам удалось хорошо ознакомиться с Францией, которую мы изъездили вдоль и поперек. Сергей Сергеевич любил заранее составлять маршруты, совсем как в детстве, по железнодорожному расписанию, и рассчитывать точно, когда мы прибудем в определенное место. Часто с нами ездили друзья из Советского Союза, например, летом 1928 года Сафраницкий, позже Мейрхольд, Афиногенов и другие. В 20-е и 30-е годы он продолжал путешествовать по Европе, а в 1936 году Прокофьев приехал в Москву. Он поселился в квартире на улице Чкалова. Сыновья ходили в школу. Прокофьеву было ясно, что запросы слушателей растут, и вместе с тем возрастают требования к композиторам. В 1935-36 годах Прокофьев обращается к совершенно новой для него области – к детской музыке. Возможно, что это связано с обстоятельствами личной жизни, интересами подрастающих сыновей. Но также несомненно, что в этом отразились жизненные впечатления, ощущение молодости, охватившие композитора по возвращении на родину. Появилась тетрадь фортепианных пьес «Детская музыка» и симфоническая сказка «Петя и волк». В прокофьевской сказке есть педагогическая цель – познакомить слушателей с инструментами оркестра. Однако она имеет вполне самостоятельное художественное значение. Прекрасно рисует образы и ситуации. Прокофьев рассказывал о ней так, цитирую. «Мне важна была не сама сказка, а то, что дети слушали музыку, для которой сказка была только предлогом». Скоро Прокофьев был избран членом правления Московского союза композиторов. Прокофьев не преподавал в консерватории, но молодые композиторы пользовались его советами, а главное, испытывали воздействие его творчества. Я имею в виду об общем расширении художественных горизонтов, которые приносили общение с композитором. В этом отношении Прокофьев оказал плодотворное влияние на развитие молодого композиторского поколения. В 1938 году Прокофьев познакомился со студенткой литературного института Мирой Александровной Мендельсон, которая вызвалась помогать ему с либретто оперы «Обручение в монастыре». Их общение переросло рамки творческого союза, и в 1941 году Прокофьев стал жить с Мендельсон отдельно от семьи. А позже советское правительство объявило заключенные за пределами СССР браки с иностранцами, которые не были заверены в консульствах, недействительными. Итак, 15 января 1948 года Прокофьев официально оформил брак с Мирой Мендельсон, без оформления развода с Линой Прокофьевой. Война поставила перед всеми советскими людьми, в какой бы области они ни работали, совершенно новые задачи. Композиторы сосредоточили силы на создании произведений, которые бы воодушевляли народ на борьбу с врагом. Летом 1941 года Центральный дом композиторов был похож на боевой штаб. Здесь прослушивались новые песни и марши, немедленно поступавшие к исполнителям и исполнявшиеся на радио. Кроме песен и маршей, начали создавать оратории, симфонии, оперы на военную тематику. Прокофьев сразу же включился в работу. Летом 1941 года он написал 2 песни и марш. В эти дни, как вспоминает Прокофьев, приняли ясные формы, бродившие у меня мысли написать оперу на сюжет романа Толстого «Война и мир». Как-то по-особому близки стали страницы, повествующие о борьбе русского народа с полчищами Наполеона. В августе этого же года Прокофьев вместе с группой мастеров искусства, в которую входили Мисковский, Игумнов, Гальденвейзер и другие, был эвакуирован из Москвы в Нальчик. Он продолжал работать, написал несколько песен и симфоническую сюиту 1941 год, явившуюся для него своеобразной пробой сил в работе над военной тематикой. В 1942 году композитор приехал в Алма-Ату, где приступил к работе над музыкой к фильму «Иван Грозный». Среди напряженной работы над музыкой к Ивану Грозному он находил время и для осмотра города и ближних горных вершин. Он знакомился с казахским искусством и культурой, побывал в драматическом театре, слушал игру оркестра народных инструментов и изучал фольклорные материалы.
Все это привело его к мысли о создании крупного произведения. Он намеревался написать на казахском материале лирико-комическую оперу. Национальные мелодии не являлись для композитора чем-то совершенно новым, ведь еще в 1927 году он познакомился со знаменитым сборником Затаевича и даже уже отобрал нужный материал. Либретто, составленное композитором совместно с Мирой Мендельсон, было построено по мотивам казахских народных сказок. Прокофьев был очень увлечен этим замыслом, однако он не пошел дальше собирания материала и оставил свой план. Вероятно, главной причиной прекращения работы над этим произведением была опера «Война и мир», поглотившая массу времени. В 1943 году Прокофьев окончательно возвратился в Москву. Наступил 1948 год. 10 февраля было опубликовано постановление ЦК ВКП об опере «Великая дружба». Оно содержало критическое замечание в адрес видных советских композиторов, причисленных к формалистическому направлению. Среди них был назван и Прокофьев. Ему пришлось выслушать много критических замечаний, которые далеко не всегда были объективными и справедливыми. В этом же году у него случился инсульт, принявший форму какого-то почти безумия. Он стал жить на даче, так как ему нужен был прежде всего покой и свежий воздух. Все медицинское обслуживание было предоставлено на самом высоком уровне. Ему категорически запретили занятия композицией и даже слушание собственной музыки по радио. Только один врач сказала, что нельзя художнику запрещать творить. Все равно музыка будет жить в его душе, и невозможность ее зафиксировать только будет ухудшать его психическое состояние. «Дайте ему прожить меньше, но так, как он хочет», – просила врач. Но все же вначале Сергея Сергеевича изолировали от всего музыкального мира и лишь постепенно разрешили заниматься ему композицией не более 2 часов в день. Прийти в прежнюю форму, психическую и, прежде всего, физическую, Прокофьев после инсульта уже не смог. Мира ухаживала за ним, а в это время, с 1948 года, Лина Ивановна находилась в пермском лагере в Абизе, куда угодила после изнурительных допросов в Лефортовской тюрьме. Каторжной работы там от заключенных не требовали, но лагерь находился за полярным кругом, и даже простое самообслуживание администрация сумела превратить в каторгу. Их заставляли выполнять бессмысленную работу, вроде охраны отхожих ям или перетаскивания тяжелых предметов с места на место на морозе. Даже в лагере Прокофьев оставался центром ее существования, и это заметно по ее письму сыну Святославу от 31 октября 1949 года. Цитирую. «Папина болезнь меня очень огорчила. Правда, я это почему-то предчувствовала, часто видела его во сне, слышала его голос и так далее. Должно быть, он тоже меня вспоминал. Крепко его обними от меня. Дай бог, чтобы он вовремя успел дооркестровать «Каменный цветок» для Большого театра. Но только не переутомился бы, чтобы не было ухудшения, ведь пережитое им не шутка». Лина Ивановна была освобождена только в 1956 году. 5 марта 1953 года Прокофьев скончался. Именно в этот день было объявлено и о смерти Сталина, того, кто свел в могилу ближайших друзей Прокофьева и миллионы его соотечественников, по чьему приказу была посажена в лагерь и мать его детей, а их общая квартира была разгромлена. И хотя советские радио и газеты хранили упорное молчание о кончине Прокофьева, ведь время и место были отведены трауру по вождю, коллеги, друзья и близкие, даже те, кто находился далеко от Москвы, узнали о произошедшем моментально. Святослав Рихтер, вызванный на похороны Сталину, летел самолетом, набитым погребальными венками, из Тбилиси в столицу. Из-за начавшегося снегопада рейс сделал посадку в аэропорту Сухуми. Здесь Рихтеру рассказали о смерти Прокофьева. Позже он вспоминал. Небывалый снег сыпал на черные пальмы и Черное море. Было жутко. Я думал о Прокофьеве, но не сокрушался. Я думал, ведь не сокрушаюсь же я от того, что умер Гайден или Андрей Рублев. Прокофьев когда-то сказал Рихтеру, что отныне спокоен за будущее своих сочинений, потому что нашелся равный по таланту исполнитель. Лина Ивановна, продолжавшая отбывать срок, узнала о случившемся позже всех. Как-то вынося вместе с другими заключенными помои, она услышала речь другой заключенной, прибежавшей в возбуждении из библиотеки.
По советскому радио объявили, что в Аргентине состоялся концерт памяти Прокофьева. Но Лине Ивановне, как шпионке, предстояло просидеть в лагере еще целых 3 года. Еще в 1917 году молодой Прокофьев записал в дневнике, цитирую: «Когда я лег спать, но не спалось, мне стало казаться, что после смерти все же крайне неприятно быть заколоченным в гроб и отправленным под землю. Но быть сожженным тоже досадно и крайне глупо стоять в баночке в виде пепла. Я решил, что завещаю мой скелет в музей, дабы меня там поставили под стекло. У ног будет надпись: «Друзья, неприятно, что вы здесь». Пожелание осталось неисполненным. После освобождения Лины Прокофьевой из лагеря Тихон Хренников попытался подружиться с ней и даже, оставаясь главой Союза композиторов, договорился о получении причитавшихся Прокофьеву гонораров за произведения, созданные в годы жизни за рубежом. Это был единственный для Лины и детей способ получать хотя бы часть того, что, как они были убеждены, принадлежало им по праву. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!